Природа Свердловской области очень разнообразна. На территории региона располагается множество рек, озер, горных вершин, а также организовано много природных парков. В одно из таких уникальных мест сегодня мы и отправились. Светило солнце, день был очень теплый, и мы прекрасно провели время в парке Бажовские места. Парк привлек нас своей популярностью и близким расположением к городу Екатеринбургу. От областного центра до него всего 50 километров. Бажовские места – это особо охраняемая природная территория в Сысертском городском округе. Свое название парк получил в честь знаменитого уральского писателя. Образы родных мест, где жил писатель, получили отражение во многих его сказах. Для того, чтобы добраться до парка Бажовские места, вам нужно следовать из города Екатеринбурга по Челябинскому тракту около 30 километров. Затем свернуть на поселок Кашино, проехать через него, доехать до Сысерти, Сысерть проехать вдоль реки Черная. Ориентиром служит указатель Потапаевский родник. Около источника находится парковка и проходная в парк. Координаты парковки располагаются на кадре. На территории парка проходят прекрасные широкие тропы, местами деревянный настил. Для навигации по парку на проходной вам выдадут карту, а вдоль тропинок располагается множество указательных табличек. Гуляя по парку, не хочется спешить. Воздух наполнен запахом хвойного леса и трав. Справа от тропы располагается небольшая река. Вдоль тропы можно встретить множество информационных указателей, и вы узнаете, что в этом месте проживает множество животных под названием бобер, которые строят себе запруды для того, чтобы не засохнуть. Далее дорога поворачивает налево, а справа располагается большое поле, которое наполняет воздух запахом цветов и полевых трав. Одной из самых прекрасных и главных достопримечательностей парка
является озеро Тальков камень. Озеро имеет антропогенное происхождение. Образовалось оно в результате затопления подземными водами заброшенного талькового рудника. Добыча талькового сланца производилась здесь в конце XIX века. А потом, в 20-х годах, после открытия крупного месторождения талька «Старая Линза», разработка на тальковом камне прекратилась. И рудник, и шахты естественным путем заполнились чистейшей водой из подземных источников. Озеро со всех сторон окружено сосновым бором, а берега представляют собой обрывистые скалы. Подход к воде удобен для спуска только в одном месте. Глубина озера составляет до 32 метров, а возвышающиеся скалы до 40 метров высотой. На территории парка проложены многочисленные туристические маршруты. Совершая пешую прогулку по парку, вы будете встречать несколько родников с чистейшей водой. Они обозначены на карте, которую нам дали на входе. Гуляя по парку, мы прошли по главной тропе, указанной на карте, через сосновый лес и вышли к Сысертскому пруду. Сысертский пруд – это водоем искусственного происхождения, образован при строительстве плотины в месте слияния двух рек – Сысерти и Черной. В то время, пока мы шли по тропе, мы видели много спусков, где люди останавливались у берега, устанавливали палатки и рыбачили. В любом случае, это место достаточно красивое. Хотя бы для того, чтобы остановиться и полюбоваться волнами на воде. Парк «Бажовские места» располагается достаточно на большой территории. Кроме талькового камня, здесь можно встретить еще скалы Марков камень, Асбест камень с наличием нескольких красивых карьеров, гора Азов и некоторые другие достопримечательности, до которых мы в этот день не дошли. Мы погуляли по лесу, посидели на берегу Сысертского пруда и по тропе вернулись обратно к озеру Тальков камень. Здесь, среди красивого соснового леса, располагается множество замечательных мест, где разрешено поставить палатку. Кроме того, здесь имеется достаточное количество беседок, а также мест, где имеются обложенные камнями костровища.
оставьте свой отзыв, не забудьте подписаться на канал, и в скором времени мы встретимся снова.